Привет, армия. История Тэхёна и Чингука в последнее время полна неожиданных событий. Есть что-то, что всегда заставляет сердце фанатов трепетать при виде их взаимодействия. Эти двое, которые вместе с самого начала своего музыкального пути, кажется, говорят на одном языке, понятном только им. Многие, казалось бы, обычные моменты на самом деле таят в себе трогательные истории, которые заставляют всех улыбаться. На этот раз история Тэхёна и Чингука снова в центре внимания. Чингук со своей искренностью снова показывает, что никогда не покинет Тэхёна. В то же время Тэхён, известный своей теплой, но загадочной стороной, способен ревновать и даже немного злиться на Чингука. Но, несмотря на все, любовь и забота остаются связующей нитью между ними. Существует бесчисленное множество историй о том, как Чингук всегда рядом с Тэхёном, даже в незначительных ситуациях, когда Тэхён устал, когда ему нужна поддержка или даже когда он просто тихо сидит, Чингук всегда старается быть рядом. Как будто мир может остановиться, но присутствие Чингука рядом с Тэхёном незаменимо. Для ARMY это не просто совпадение. Тепло, которое исходит от того, как Чингук смотрит на Тэхёна, от того, как он заботится о нем, до простых слов, которые он говорит, все это доказательство того, что он никогда не покинет Тэхёна, несмотря ни на что. Однако, как и любые близкие отношения, не всегда проходят гладко без трений. Бывают моменты, когда Тэхён кажется немного злым на Чингука. Это не серьезный гнев. Скорее, это избалованное, эмоционально заряженное выражение, которое показывает, насколько глубока их связь. Тэхёну иногда кажется, что Чингук слишком занят, уделяя внимание другим вещам или, возможно, уделяя больше внимания кому-то другому. Вот тогда-то и выходит на поверхность ревнивая сторона Тэхёна. Он делает выговор Чингуку либо пронзительным, но нежным взглядом, либо с выражением, которое заставляет Чингука быстро извиниться с милой улыбкой. И самое забавное, Арми видит, как Чингук всегда пытается успокоить Тэхёна, прикасаясь к его плечу, говоря мягко или просто искренне глядя Тэхёну в глаза. В такие моменты мы чувствуем, как Чингук не хочет, чтобы Тэхён чувствовал себя одиноким. Ревность – это не признак слабости, это доказательство глубокой любви. Когда Тэхён ревнует к Чингуку, это показывает, насколько Чингук важен в его жизни. С другой стороны, Чингук часто беспокоится, когда Тэхён слишком сближается с другими, хотя он редко показывает это открыто, его глаза часто выдают его истинные чувства, есть чувство защиты, желание всегда быть тем, на кого Тэхён может опереться. Милые моменты между Тэхёном и Чингуком всегда напоминают, что настоящая любовь и дружба реальны. Их можно увидеть шутящими, иногда поддразнивающими друг друга, иногда немного напряженными, но в конце концов они всегда возвращаются к одному – потребность друг в друге. Чингук, который никогда не бросит Тэхёна, и Тэхён, который иногда злится или ревнует. Создавая такую романтичную историю, это не просто обычная история, это история двух сердец, связанных так, что невозможно выразить словами. Для Арми наблюдать за их взаимодействием – это подарок, потому что каждая улыбка, каждый взгляд, даже каждый момент ревности показывает, насколько искренне отношения Тэхёна и Чингука, и, возможно, за всем этим мы узнаем, что настоящая любовь всегда находит свой путь. Когда мы говорим о двух сердцах, так тесно связанных, Тэхён и Чингук часто оказываются в центре внимания. Они не просто две мировые звезды, сияющие на сцене, но и две души, которым, казалось, суждено было найти друг друга. Каждый момент, который они запечатлели на камеру, каждая улыбка и взгляд, которыми они обменялись, это всегда была история, о которой никогда не было скучно говорить. Сегодня история Чингука, который никогда не отходил от Тэхёна, и Тэхён, который показал намек на гнев, смешанный с ревностью, снова стали горячей темой. Но что интересно, этот момент на самом деле показал, насколько глубокими были их отношения. Не было никакой ненависти, никакой враждебности, только любовь, теплота и подлинные эмоции, только представьте. Во многих случаях, будь то на сцене, в интервью или даже за кулисами, Чингук всегда имел четкий радар, когда дело касалось Тэхёна, если Тэхён выглядел уставшим, Чингук быстро подходил к нему. Если Тэхён выглядел одиноким, Чингук обязательно был рядом с ним. Все это было не просто совпадением, а отражением сердца, которое действительно заботилось. Интересно, что Арми видит, как Чингук сразу это замечает. Обычно он быстро успокаивает Тэхёна легкими жестами, прикасается к его плечу, склоняет голову в знак извинения или даже дарит свою фирменную улыбку, которую трудно сдержать.
такие моменты действительно показывают, как сильно они заботятся друг о друге. Тэхён осмеливается злиться, потому что ему очень важно внимание Чингука, и Чингук всегда смиренно пытается это компенсировать. Ревность часто возникает в романтических отношениях, и в истории Тэхёна и Чингука ревность не является чем-то негативным, скорее, это признак того, насколько глубоко они уважают друг друга. Тэхён, с его необычайной харизмой, определенно доступен многим, однако, когда Чингук видит, что кто-то другой подходит к нему слишком близко, армии могут поймать эмоциональный взгляд Чингука, в нем возникает чувство защиты, желание убедиться, что Тэхён смотрит только на него. То же самое касается и Чингука. Тэхён, несмотря на свой уверенный вид, не может скрыть своих чувств, когда видит, что Чингук слишком занят чем-то другим. На его лице может отражаться нотка недовольства, но на самом деле это отражение его безмерной любви. Они могут быть разными во многих отношениях. Тэхён с его артистичной, спонтанной и загадочной личностью, в то время как Чингук более спокойный, сосредоточенный и иногда покровительственный, но именно эти различия дополняют друг друга. Кто может забыть взгляд Чингука на Тэхёна во время концерта, взгляд настолько глубокий, что казалось, будто мир остановился, или момент, когда Тэхён внезапно взял Чингука за руку посреди толпы, заставив всех, кто это видел, улыбнуться. Есть также небольшие моменты, когда Чингук тайком наблюдал за Тэхёном издалека, с мягким выражением лица, которое редко можно увидеть. И каждый раз, когда это случалось, армии знали, чувство было настоящим. Даже когда Тэхён злился или ревновал, момент все равно был романтичным, потому что в конце концов всегда было примирение, всегда было объятие, улыбка или многозначительный взгляд, который снова все делал целым. Эта история в конечном итоге сводится к одному: Чингук никогда не покинет Тэхёна, что бы ни случилось, какое бы давление ни оказывалось извне. Каким бы трудным ни было их путешествие, Чингук всегда показывает свою преданность, и Тэхён, даже если он иногда злится или ревнует, знает, что всегда может рассчитывать на Чингука, потому что в конце концов, Чингук – тот, кто не только понимает его, но и принимает таким, какой он есть. Момент, когда Тэхён разозлился на Чингука из-за ревности, момент, когда Чингук пообещал никогда не покидать Тэхёна, все это лишь часть большей истории под названием «Любовь». Любовь, которая может не выражаться преувеличенными словами, но всегда проявляется в конкретных действиях. Тэхён и Чингук – это больше, чем просто два имени, это два сердца, которые дополняют друг друга, каждый гнев, каждая ревность, каждое обещание – все это складывается в прекрасную мозаику, складывающуюся в историю, полную романтики. И для армии эта история не просто о двух величайших мировых звездах, но и о настоящей любви, способной преодолеть все. И на этом история временно заканчивается, по крайней мере, на сегодня. Этот момент между Тэхёном и Чингуком не просто смех или милые шутки, но и искренние обещания, ревность, рожденная привязанностью, и эмоции, которые делают их отношения такими реальными в глазах армии. Чингук обещает никогда не покидать Тэхёна, простая, но содержательная фраза. В то время как Тэхён, со всей своей теплой и загадочной стороной, показывает, что даже настоящая любовь иногда сопровождается нотками гнева и ревности. За сверкающей сценой, под ярким светом камер и ликованием публики, два сердца продолжают искать друг друга. Эта история не конец, это лишь одна глава в долгом путешествии, которая всегда будет заставлять нас ждать следующую. Армии знают, что когда любовь настоящая, ей не нужно много слов, достаточно одного обещания, одного взгляда и одного присутствия, которое никогда не отвернется. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a